Всем привет, я Алекс Курч, это канал Crazy Train. С сегодняшнего видео я хочу начать вас знакомить с релизами лейбла Roth Emitter, к которому я имею непосредственное отношение, но об этом чуть позже. Вообще я думаю, что название лейбла, оно на слуху у любителей тяжелой музыки, потому что лейбл существует уже очень много лет, и первые попытки что-то делать были аж в середине 90-х годов, когда Антон Нестеров, который вообще организовал этот лейбл, пытался выпускать и распространять демки ярославских групп, таких как Кромби Тракзорм и Скальд и Тюмулюс. Но только где-то в начале 2000-х годов, в 2003, насколько я правильно помню, были выпущены первые настоящие релизы. Это компакт-диски Скальда, группа, которая известна по всему миру. После Скальда Антон выпустил еще дебютник группы Mind Eclipse ярославской, тоже достаточно известная группа в российском андерграунде. Но после чего, к сожалению или к счастью для него, он эмигрировал из страны в Европу и все дела отдал Денису Металлиан, который все эти годы, с 2004 по нынешние времена, этим лейблом рулил. В 2020 году Антон решил возобновить вот эту издательскую свою деятельность и вышел на меня с предложением помочь ему здесь, в России, заняться производством последующих релизов. Ну и вот сейчас у лейбла имеются два дивизиона. Это московский, которым все так же управляет Денис Металлиан, и ярославский, которым в основном всеми делами рулю я. Вот за это время, с осени 2020 и по начало 2022 года, мы уже выпустили 9 релизов, и 2 находятся в производстве сейчас. Начнем с самого первого релиза. Это релиз группы Halter. Ни для кого, наверное, не секрет, что я в этой группе пою, если это можно так назвать. Ну и мой брат играет на гитаре, мы с ним являемся сооснователями этой группы. Самый первый наш дебютный альбом назывался Omnipresence of Red Race, и вышел он в 2013 году на лейбле Moscow Funeral League. В то время он был выпущен в несколько урезанном виде. Там было всего 5 песен из 7 записанных для этого альбома. Ну, просто потому, что 2 песни показались издателю так не очень подходящими для общей концепции. Ну и были также вырезаны некоторые интро к песням. Там перед каждой песней у нас планировалась некая такая шумовая или вступительная часть. Это первоначальное издание от МФЛ, оно было в виде CD-эрки, выпущено, если я не ошибаюсь, было где-то в количестве 100 копий. Наверное, так. Да, еще надо сказать, что когда был издан первый альбом в 2013 году, 2 песни у нас остались нереализованными. Нам было как-то жалко их терять, чтобы они ушли в историю. И мы своими силами выпустили такой вот мини-альбомчик. Здесь в Ярославле на нашей типографии такой не очень качественный получился Digifix с кнопочкой посередине, на котором эти 2 песни были изданы в количестве 50 штук, не более того. Их уже тоже совершенно нет, они все раскуплены. Ну и вот в 2020 году Антон предложил это издание выпустить в полном виде, которое включало бы в себя все 7 песен и все интро в том виде, в котором они предполагались изначально. И в том же порядке песен, как они были запланированы при записи в студии. Было запланировано переиздание вот этого нашего дебютного альбома в виде обычного стекла, диджипака и винила. Ну и понятно, что сейчас ажиотаж на винил очень высок, поэтому сроки производства тоже невероятно велики, поэтому дата релиза компакт-дисков от даты релиза винила отстояла очень много по времени, год или, наверное, около года. Итак, компакт-диск, он вышел в октябре 2020, он вышел сразу в 2 вариантах, в обычном стекле и в диджипаке.
Стекла было 200 штук и диджипаков 100. Фактически ни по звуку, ни по полиграфии они никак не отличаются. Здесь 12-страничный буклет, который включает в себя тексты песен, всякие фотографии, которые мы делали еще в 2012-2013 году. Ходили, сами фотографировали. У нас басист обладает и талантом, и возможностями для того, чтобы делать довольно-таки профессиональные фотографии. Ну и сам диджипак вот такой четырехполосный и профессионально сделанный заводской компакт-диск. Такая вот ржавчина. Ну и сразу покажу винил, хотя он вышел несколько позже, чем компакт-диск. Винил представляет из себя гейтфолд, плотный картон, полуглянцевое ламинирование, тексты песен внутри этой раскладушки. Винил выпущен в Испании. Качество его просто потрясающее. Музыка прошла специальный ремастеринг. Винил черный, 160 грамм, но он достаточно плотный. Яблоки сделаны весьма профессионально. Ну и теперь непосредственно о музыке, что же здесь записано. Если говорить кратко, то это Doom Dead старой школы. Причем, когда мы только задумывали этот проект с моим братом Дмитрием, мы сразу себе ставили задачу сделать максимально жесткое и максимально бескомпромиссное звучание старой школы. Никаких клавиш, так мы задумали изначально. Все сделать в духе наших любимых 90-х годов. Вообще, если описывать этот альбом, понятно, что я не смогу быть полностью объективным, потому что, во-первых, я его практически наизусть знаю. Мы его сами сочиняли, сами записывали уже 20 раз. Да какие 20, 100 раз послушали в различных вариантах. Поэтому, не претендуя на полную объективность, я постараюсь все-таки абстрагироваться и сказать, что в нем есть положительного, что негативного. Ну, начну сразу с негативного. Может быть, многим покажется, что звук у этого альбома какой-то несколько странный, такой прям реально андерграундный. Но зато многие, и я тоже так считаю, многие считают, что звучание этого альбома стоит несколько в стороне от мейнстрима, и этим оно интересно, и именно этим оно привлекает к себе тех, кто не ищет в музыке ортодоксальности какой-то, не ищет тех, кто идет уже проторенным путем. Ну и надо сказать, что все песни на альбоме, я считаю, достаточно разнообразные. Есть такие, которые приближаются к границам Funeral Doom Dead. Это вот как первая Of the Path of Herd или Grey Blooded, пятая. Есть такие, которые уже переходят как-то в область классического дэт-металла, где-нибудь даже, может быть, в духе Болт-Троя, как Graves Are Not Full. Четвертая вещь — это Autumn Night. И я бы сказал, что это фактически классический стоунер метал, если бы не было более тяжелого звучания и гроулинга в качестве вокала. Особняком немножко стоит песня Water Through My Fingers. Она такая своеобразная, состоит из двух частей. Первая, большая часть, она в духе Doom Dead, а четвертая, я бы сказал, Melodic Death Metal уже даже. Ну и есть еще тут одна песня, которую мой брат Дмитрий, ну и многие считают фактически шедевром. Это Zone of Alienation, песня, посвященная Чернобыльской катастрофе. Она длинная, по-моему, почти 12 минут. Там очень много всего понамешано, слушайте сами, даже не смогу объяснить. Она и медленная, там и есть потрясающее соло, которое Игорь Русаков, наш первый гитарист, играет. Ну и последняя вещь на альбоме, Wintry Day. Мы ее сочиняли с самой первой, как только решили этот проект делать. Она вообще экспериментальная, состоит чуть ли не из одного рифа, практически вся. Но в середине там есть, естественно, куски, которые делают ее более разнообразной, чем если бы был вообще полностью один риф. Ну и есть на альбоме
на этом издании еще бонус-трек. Это Zone of Alienation, версия 2020. Эта песня полностью переписана с нуля. Сделаны новые аранжировки и кое-какие изменения в текстах. Вообще мы хотели весь альбом, был у нас такой план переписать весь этот альбом заново, но в итоге руки до этого так и не дошли, вот дошли только до Zone of Alienation. Ну и надо сказать, что несмотря на такое вот как бы не совсем стандартное звучание и даже, пожалуй, не совсем стандартное построение песен, вообще альбом получил довольно позитивные отклики. Мы были удивлены количеством и качеством отзывов на этот релиз. Практически все рецензии по всему миру были позитивные. Я, честно скажу, не встретил ни одной негативной. Возможно, как раз вот какая-то оригинальность, несмотря на то, что мы старались следовать канонам жанра, но оригинальность в исполнении и добавленные какие-то элементы блюза и хэви-металла в сольные партии гитары вызвали такую вот позитивную реакцию. Так что, ребята, я вас приглашаю к тому, чтобы вы с этим альбомом ознакомились. Пожалуйста, у нас есть страничка на Bandcamp, заходите, слушайте. Если захотите приобрести, можете писать мне через Bandcamp, можете писать через официальный сайт Rosemeter. О следующих релизах лейбла я расскажу в следующих выпусках по порядочку. А сейчас с вами прощаюсь. Мир вашему дому. You